Всем панкейк, дорогие друзья! Если вы когда-либо стали свидетелем редких ледяных цунами или невероятного нашествия саранчи, то считаете себя истинными обладателями уникального опыта. Сегодня мы приглашаем вас на удивительное путешествие, чтобы погрузиться в мир непостижимых и завораживающих явлений. Все, что вы сейчас увидите, это неповторимый шедевр, который превосходит все ожидания и просто отказывается поддаваться объяснению. Давайте же приступим! Glowworm Caves. Только посмотрите на эти кадры. Множество мелких светлячков закрепились на потолке, и теперь это выглядит как сцена из нового «Аватара». Это пещера в Вайтомо, на северном острове Новой Зеландии. Уникальное природное явление, которое привлекает туристов со всего мира. Она известна своей популяцией Arachnocampa luminosa, или светлячков, которые светятся в темноте. Эти маленькие насекомые являются эндемиками Новой Зеландии и обитают только на этом острове. Пещера является частью системы ручьев Вайтомо, которая также включает в себя другие пещеры, такие как Руакури, Лаки Страйк и пещеру Туму-Туму. Внутри пещеры Вайтомо можно увидеть множество сталактитов и сталагмитов, которые создают удивительные формы и узоры. Но самое впечатляющее здесь — это светлячки, которые создают необыкновенную атмосферу и захватывающее зрелище. Светлячки в пещере Вайтомо светятся благодаря процессу, который называется биолюминесценцией. Они вырабатывают свет, используя фермент люцифераза, который взаимодействует с другим веществом, называемым луциферином. Это создает свечение, которое усиливается благодаря отражению от стен и потолка пещеры. Туристы могут совершить поездку на лодке по реке, чтобы увидеть этот необычный феномен светлячков в пещере Вайтомо. Это удивительное зрелище нельзя сравнить ни с чем другим и оставляет ошеломляющие впечатления. Пустыня Такла-Макан. Теперь перейдем к Азии. Похоже, на этих кадрах тундра, покрытая слоем вечной мерзлоты. Но что если мы скажем, что это вовсе не тундра? Это пустыня Такла-Макан в Западном Китае, и сегодня здесь выпал снег. Сложно представить груду песка в снегу, но здесь это реально. Редкий снегопад, покрывший пустыню Таклимакан в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, создал потрясающие, живописные зимние пейзажи, восхитившие местных жителей и туристов. Таклимакан, расположенная на юго-западе Синьцзяна, является самой большой пустыней в Китае и второй по величине пустыней в мире. Из-за последнего похолодания дюны пустыни превратились в заснеженные горы замороженной зимней страны чудес. Снег покрыл ветви редких деревьев и оживил огромную пустыню. Я видел заснеженную пустыню много лет назад, но в этот раз она еще более впечатляющая и фантастическая. Сегодня я очень взволнован и запечатлел самые красивые пейзажи на свой телефон, сказал Вэнь Юн Ли, житель уезда Цямо. В полдень, когда температура воздуха постепенно повысилась, белый снег, покрывавший пустыню, начал таять, и песчаные дюны на солнечной стороне национального лесного парка Тарим-Популус Эуфратика на северной окраине пустыни Таклимакан постепенно проявили свой естественный цвет. Совершенно уникальное событие. Сложно предсказать, когда такое случится вновь. Граница соленой и пресной воды. Честно говоря, сначала показалось, что это тень от какого-то большого лайнера, но на самом деле перед нами граница соленой и пресной воды, точно определяя границу между двумя водами. Это явление можно наблюдать в озере, которое содержит большое количество минеральных солей на своем дне. Восточная половина озера, которая постоянно обновляется впадающими в нее пресными реками, имеет низкую соленость, в то время как западная половина, где мало или вообще нет притока рек, содержит более высокую концентрацию солей. Когда эти две разные воды смешиваются, происходит химическая реакция, которая приводит к изменению плотности воды, что в свою очередь вызывает различия в преломлении света. В результате образуется видимая граница между двумя типами воды, которая создает оптическую иллюзию и заставляет нас думать, что мы видим тень от какого-то объекта. Это явление встречается довольно редко, но когда вы его увидите, оно точно оставит незабываемые впечатления. Ледяное цунами. Ледяные цунами — это невероятно мощное явление, которое порой может привести к катастрофическим последствиям. Они возникают в результате нескольких факторов, таких как ветер, течение и изменение температуры воды. Когда ветер и течение сильно действуют на поверхность океана или большого озера, это может вызвать перемещение льда в определенном направлении.
По мере того, как лед приближается к берегу, оно накапливается, образуя мощный волноподобный эффект, похожий на цунами. Этот процесс может привести к выбросу льда на берег и повреждению береговой линии, затоплению нижележащих территорий, уничтожению домов и другим катастрофическим последствиям. Явление сопровождается скрежетом и грохотом. Наблюдают ледяные цунами очень редко, так как они обычно происходят в отдаленных и труднодоступных местах. Молнии. В данном случае мы видим необычайно красивый геометрический рисунок молний, который захватывает наше внимание. И это действительно редкое явление, так как молнии обычно происходят во время грозы, когда в небе много облаков и особенно трудно увидеть их яркие вспышки. Таким образом, оператору, который зафиксировал эти красивые молнии, очень повезло. Его уникальный кадр демонстрирует красоту и загадочность природы, которая может поражать своим разнообразием и непредсказуемостью. Чем-то это напоминает зал клуба, в котором диджей запустил световое шоу. Думаю, если наложить на этот видеоряд дабстеп, будет в самый раз. Когда мы наблюдаем такие удивительные явления, мы понимаем, что наш мир полон тайн и загадок, и что всегда есть что-то новое для изучения и открытия. Падающая лава в океан. Раскаленная лава стекает в океан. Сложно сказать, что это красиво. Скорее, мерзко. Но само событие и стекающая лава притягивают внимание. Самое сложное здесь — снять это все. Ведь температура лавы 800 градусов по Цельсию, что невероятно много. Представьте, как жарко находиться рядом с ней. Но, видимо, у оператора очень хороший дрон, или ему его просто не жалко. На морскую воду у лавы своя, неподражаемая реакция. Горячая порода, попадая в холодную воду, вызывает ее испарение в виде тумана. Он кажется безобидным, но это не так. Ведь это токсичный пар, полный кислоты из-за соленой морской воды, нагретой огненной лавой. А еще вода охлаждает лаву, в результате чего та дробится на кусочки и застывает, образуя горы обсидиана или лавового стекла. У самого берега лава образует подушку, которая после остывания кажется плотной. На деле же в ней много полостей, а сама застывшая порода хрупкая и острая. Когда вода попадает на большой поток лавы, то происходит сильный взрыв из-за охлаждающей реакции. Лава плавит машину. Еще одна ситуация с лавой в дополнение предыдущего видео. Как уже было сказано, лава очень горячая штука. Посмотрите, как она плавит машину. Краска на машине просто испаряется, а голый металл начинает плавиться и деформироваться. Никому не пожелаешь такой участи, особенно оказаться внутри этой машины. Без сомнения, лава очень горячая. В конце концов, это расплавленные породы, которые содержат много металлов. Если лава достигнет вашей машины, вы потеряете ее. Она, вероятно, сгорит. Или это будет похоронено. После извержений лавы часто есть фотографии, показывающие крыши автобусов или колеса перевернутых автомобилей. И, как вы понимаете, они не расплавлены. Не все лавы одинаковы. Как мы уже упоминали, это расплавленные породы, поэтому их состав различен. Тип лавы также зависит от ее температуры, но обычно она колеблется от 700 до 1200 градусов по Цельсию. Самая горячая лава — базальт, но она не может растопить машину. Нержавеющая сталь начинает плавиться при температуре около 1510 градусов. Между тем, обычная сталь превращается в жидкость при температуре выше 1425. Конечно, сталь — это сплав, поэтому все зависит от ее состава, но лава все равно не может его расплавить. С другой стороны, некоторые предметы из чистого железа могут исчезнуть, потому что они начинают плавиться при температуре чуть ниже 1200 градусов. Но чем больше лавы вытекает из вулкана, тем больше он охлаждается. Поэтому многие люди будут сохранять свое физическое состояние в железе. Радужная река. Каньо Кристаллис, протекающая в далекой Колумбии, по праву заслужила звание самой красивой и фантастической реки в мире. А еще ее называют река богов, радуга, которая растаяла, река 5 цветов. Почему? Да потому что она в буквальном смысле переливается всеми цветами радуги. Словно кто-то разлил здесь тонны разных красок и не перемешал. Добраться сюда непросто, но это стоит того. Недаром Каньо Кристаллис внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Красота этого места обусловлена водными растениями, которые обитают на дне реки. При освещении лучами солнца они вызывают красивый визуальный эффект в виде сочетания почти всех основных цветов – зеленого, интенсивного красного, желтого, синего и розового. В итоге получается самая настоящая река-радуга. Идеальный сезон для поездки в Канью Кристаллес всего несколько месяцев в году, с начала июня и до конца ноября. В это время река наполняется дождями, и как раз идет обильное цветение водорослей. Нашествие саранчи. А сейчас слабонервным лучше не смотреть это. Перед нами нашествие саранчи. Миллионы насекомых прилетают и уничтожают весь урожай, который вырастили упорным трудом фермеры. Это одна из проблем современного мира, с чем активно борются. Но, как можно увидеть, иногда нашествие выходит за все рамки, и на бедных фермеров обрушивается огромное количество насекомых. Не представляю, как тяжело им потом всю эту саранчу выгнать со своих полей. Чаще всего нашествие саранчи случается в засушливую пору года, хотя может наблюдаться и в дождливые сезоны. Причем отмечается это явление почти во всех уголках планеты. Так возникало оно и в африканских странах, и в Америке, и в Азии. К слову, случалось нашествие саранчи и в России, причем в нашем веке, что подтверждает реальность проблемы. Явление может ежегодно отмечаться на одной и той же территории на протяжении длительного времени. Происходит это в том случае, если саранча откладывает большое количество яиц в том регионе. Спасти от вредителей может обработка полей инсектицидами, однако это довольно вредно, из-за чего от данной проблемы до сих пор полностью не избавились. Из-за нашествия огромного количества насекомых и их зверского аппетита сельскохозяйственные поля часто оказываются полностью опустошены. Причем уничтожаются саранчой не только зерновые культуры, но и многие травянистые. В результате в регионах, столкнувшихся с этой напастью, может возникнуть голод. А в некоторых странах может наблюдаться и массовая гибель людей от голода, поэтому данное явление считается очень опасным и приравнивается к стихийному бедствию. Радужное облако. Но самое лучшее мы оставили напоследок. Одно из самых уникальных и, несомненно, красивых явлений — радужное облако, которое было снято в Китае. Иризация, или, как их обычно называют, радужные облака, довольно редкое оптическое явление, при котором очень тонкие облака, находящиеся вблизи Солнца, окрашиваются в спектральные цвета. Явление обусловлено дифракцией света на каплях облаков. Облака на снимках настолько тонкие, что напоминают скорее кружева, нежели обычные облака. Так как радужные облака довольно редкий феномен, то увидеть их своими глазами довольно непросто. Да и на самом-то деле, даже когда такие облака висят прямо над головой, далеко не каждый обратит на них внимание по одной простой причине. Они находятся на небе в непосредственной близости к яркому солнцу, так что без темных очков заметить их на небе почти невозможно. Для того, чтобы радужные облака сформировались, требуется сразу целый набор условий. Солнце должно быть поднято на 58 градусов или выше. На небе уже должны присутствовать перистые облака с пластинчатыми кристаллами льда, и солнечный свет должен проникать в кристаллы льда под определенным углом. Иначе говоря, тяжелые грозовые тучи никогда не бывают радужными. Для этого они слишком плотные. А вот если на высоком небе виднеются отдельные перышки или клочки облаков, то у тех, которые находятся ближе всего к светящемуся солнцу, есть возможность окраситься в радужные цвета. Иногда радуга возникает даже в конденсационных следах самолетов. Уникальные явления невероятно редки, но также зачастую и очень красивы. Знаете, вам очень повезло, если вы увидели что-то из нашего сегодняшнего ролика, кроме разве что саранчи. Оно достаточно распространенное явление. Пишите, какое из явлений вам запомнилось больше всего, и рассказывайте о своих чудесных наблюдениях. Рекомендуем поставить лайк под видео, подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео, а также прокомментировать его, чтобы мы узнали ваше мнение. Ну а пока, с вами все так же был Панкейк. Всем хорошего настроения и попутного ветра. До скорых встреч!